здесь, а мы находимся в самом-самом маленьком ущелье Mile Canyons. В смысле настоящих мотоциклистов. Не эти, которые от кофе до кофе едут. Ну, все, теперь я тут. Мы находимся в SS Klondike. But now actually lives in Brazil and drove all the way from Brazil. Ну вот, ехали в легендарный Доусон-Сити. Город, где началась золотая лихорадка более 100 лет назад. Ну, мероприятие, которое будет происходить завтра, здесь называется Dusk to Dawson. Пожар, дым до облаков. Это Аляска горит. Пляжик Олега. Очень красиво, спокойно, тихо. Доброе утро. Мы уже собрались. Палатки сняли. Сейчас чаек, кофеек и поедем. Хотел сказать, что ночь была очень интересная. Так как бы неожиданно, потому что первый раз я спал в полярную ночь. Другими словами, светло было всю ночь. Белой ночью, вот. Так как мы на той же широте находимся, как Питер. Неудивительно. Но экспириенс был, конечно, очень такой необычный. Уснуть было тяжело. И когда просыпаешься, организм хочет сразу встать. Ну вот моя первая полярная ночь. Так, сегодня у нас задача доехать до Доусона-Сити. Где-то 500 километров, совсем недалеко. Поэтому у нас есть немножко время. Мы решили подъехать в какой-то местечковый музей, посетить. Также хотел показать вот сзади меня эти домики. Тут такие домики рентуются специально для мотоциклов. Не знаю, почему там машина стоит, но неважно. Накид как раз для двоих мотоциклов, чтобы были под шелтер, вот как вы видите. И там две постели, 2 розетки и все. Идеально для мотоциклов, и, как видите, таких тут очень много. Выехали из парка. Надеюсь, еще туда вернуться. Очень понравилось. И думаю, вернусь на обратном пути. Как вы заметили, дорога у нас закончилась асфальтовая. И теперь у нас везде бездор. Сейчас мы с пацанами переезжаем через перевал. Ну, наверное, нужно объяснить, что за пацаны. Это большинство ребят из этого парка мотоциклетного, из которого я приехал. И всей одной дружной компанией мы направляемся в сторону Доусон-Сити. Это где была золотая лихорадка, это Клондайк, это много-много интересного. Здесь, а мы находимся в самом-самом маленьком ущелье Mile Canyons. По этой реке, Yukon River, люди шли за золотом в Доусон-Сити. И самое интересное, ты увидишь там. Пойдем покажу. Идем. Я стараюсь охватить всю эту красоту. Продолжай, рассказывай, интересно. Вот. Собственно, после зимы начали на лодках идти все, и по незнанию очень много было волн, и начали лодки разбиваться, и люди гибнут. И потом government сказал, что нет, ребята, так проходить не может, и они поставили вот там вот специальных ребят, которые уже, конечно, за денежки проводили гайды через каньон. Через каньон, да? Чтобы уменьшить эту смертность. Просто разбивались. Ладно, да. Ну, смотри, какая красивая, посмотри. Ты говоришь, она сейчас малотечная, да? Ну, сейчас да, обычно она бушует здесь. И самое интересное, насколько я прочитал из истории, что почему White Horse, почему белая лошадь? Потому что когда эта река идет волнами, создается пена и выглядит как грива лошади. Понятно, это не знал. Поэтому White Horse. Вот кусочек истории. Да. Ну, немножко интересно. Когда в такой красоте, как не пройтись по этому мостику? Влади, Олежка, вперед, так, кстати, что пойдет он? В смысле, первый. Да, вот тут, конечно, открывается вид сказочный. Вот хочу показать, какой тут просто дроп. Да, не дропнуться.
Просто вертикальный. I find some time to be Да, alone. красивый очень каньон. I go to Зайти на край, see the place посмотреть вниз. once more. Никогда в своей жизни не встречал такое количество мотоциклистов. В смысле, настоящих мотоциклистов. Не эти, которые от кофе до кофе едут со своим парнем. Но причина этому, куда мы едем? Мы едем в Досон-Сити, где раз в году самые отважные, самые смелые испытывают себя в соревнованиях. И надеюсь все это запечатлеть и вам показать в следующих сериях, так как я в них тоже буду участвовать вместе с Олегом. Формальности, но в столице нужно отметиться. Ну, все, теперь я тут. Наверное, привыкли, что каждое утро я вам показываю какие-то новые локейшны с Тим Хортонса в разных глубинках нашей родины. И тут-то было. Мы сегодня, ну, так как у меня очень знатный тургайд, мы сегодня делаем обзоры. Вот сейчас мы находимся... Не дает покоя, да? Нет, нормально. Вот мы находимся в СС Клондайк. Это судно переправляло людей в Досон-Сити, где был Gold Rush. Вот такая маленькая предыстория. Ладно, я шучу. Без Тим Хортонса не обходится ни одно утро. Вот. White Forest Тим Хортонс. Мы тут обсуждаем, почему была построена Аляска Хайвей и канадцами, и американцами, хотя нужно было американцам. А сейчас мы в даунтауне White Horse. Это, в принципе, и есть самый-самый даунтаун. Мейн-стрит. Вот впереди нас едет грузовик и поливает все чего-то зеленым справа. Я думаю, это от пожара. Также сейчас поднялись на гору, и с горы было видно, что впереди будет пожар, поэтому... Ой, завоняло. Почему он это поливает? Чем ближе на север едем, тем больше мотоциклистов. Правильных мотоциклистов, по правильных мотоциклах. Остальные это уже орвишки и разные фуры. Вот где-то каждые 2 часа на заправка. Вся заправка, едем дальше. Пока я жду тут трафика, тут у нас construction, решил посмотреть на эти цветы, что это такое. Вот, посмотрите сами. Запах у них просто медовый какой-то. Как вы видите, это только либо мотоциклисты, либо армишки. Сейчас мы застряли на очередном перевале. Тут каждый светофор ждем по 15 минут, поэтому можно спокойно перекурить, если бы я курил. World. Just met another fella, originally from UK, lived in Kazakhstan, speaks a whole bunch of languages, including Russian. Привет. But now actually lives in Brazil and drove all the way from Brazil. That's so cool. Sao Paulo. This is so cool. What's your name? Sorry. Henry. 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 Jack. Good to meet you, Henry. And we're all wearing about the same jacket, so we will blend in. Yeah, almost. No. Yeah, That's good stuff. so cool. Ну вот, ехали в легендарный Досон-Сити. Город, где началась золотая лихорадка более 100 лет назад. Город, который за эти 100 лет, по-моему, не видел ни прогресса, ничего. Все осталось в том же стиле. И архитектура, и дух. И также осталось с того времени Парите. До сих пор тут работает. Также за место ресторанов вы видите тут салуны. И все прям как в тех старых фильмах, как будто прогресс немножко оставил этот город на 100 лет. Сейчас едем через исторический центр города, очень красивый. Вот это Triple J, где будет все происходить. Главный ивент театра. Сейчас хотим узнать всю информацию. Ну, мероприятие, которое будет происходить завтра, здесь называется Dusk to Dawson. Это ежегодное мероприятие для мотоциклистов с характером, я бы сказал.
разделяется на две части. Первая часть — это покер-ран. Мы едем на мотоциклах в разные точки. Само собой, бездорожье, горы, реки и все остальное. Точки найти тяжело, проехать трудно. И набираем по карте. Когда набираем 5 карт, лучшая рука с 5 картами выигрывает, ну, как в покере по правилам. И вторая часть у нас это конкурсы на самого ловкого, самого-самого. Тут будет участвовать Олежка. Я не буду, так как мне долго снимать мои все безделушки, которые нацеплены на мой мотоцикл. А с ними проехать я не смогу. Да, очень удивительно, что во всем городе нету ни одного мотосервиса, шопа-сервиса. Хотя есть один, который 364 дня в году работает, а сегодня решил закрыться. В тот день, когда понаехало столько мотоциклистов, единственный день, который можно сделать бизнес, ну, решили закрыть. Пожар, дым до облаков. Это Аляска горит. Top of the World Highway, и поэтому закрыли хайвей, и туда мы сейчас попасть не можем. Это из негативов. Из позитивов мы туда сейчас не едем. Вот мы в очереди стоим на паром, вот там паром, и едем мы на ту сторону, на той стороне реки Юкон, где мы и будем ночевать сегодня. Надеюсь, этот пожар до нас не дойдет. Watch this forest coming behind you, okay? Пересекаем Юкон Ривер. Как мне объяснили, это сейчас еще не маленькая. Местечко, где мы впанимся на ночь. Это Олега, Kia, мотоциклы. Олега в замечательном настроении. Место такое живописное. Прямо на реке Юкон, там, где река Клондайк впадает в городе Досон. Здесь парк у них Provincial. А сейчас будем искать, где вода, туалеты, там что-то покушать. Так что будем делать маленький ресерч. Сейчас Юкон Ривер такая спокойная. Скалы. Такая маленькая lookout point. Пляжик. Олега. Очень красиво, спокойно, тихо. И светло, хотя уже и вечереет. Так как у нас есть полярный... как называется полярный день? Да, полярный день.